Перед тобой стальная громадина длиннее 3 футбольных полей, и весит она больше, чем 500 000 легковых автомобилей вместе взятых. А теперь одна единственная волна поднимает только ее середину, и нос вместе с кормой повисают в воздухе, ничем не поддержанные снизу. Через несколько секунд все наоборот. Концы лежат на воде, а центр проваливается в пропасть между волнами. Силы, которые в этот момент пытаются переломить корпус, измеряются десятками тысяч тонн, и повторяется это 1000 раз за один шторм. По любой человеческой логике металл должен не выдержать и лопнуть, как переломленный карандаш. Но вот что странно. Гигант спокойно пересекает океан и приходит в порт целым. При этом история знает корабли, которые действительно разломились надвое. Причем один раскололся в тихой воде прямо у причала, без всякого шторма. Так в чем же настоящий секрет? Ответ окажется полной противоположностью тому, что подсказывает здравый смысл. Досмотри до конца, и ты будешь смотреть на любой корабль совсем другими глазами. Чтобы понять секрет, сначала разберемся, что вообще делает волна с таким кораблем. В кино нам обычно показывают, как стена воды бьет в борт и корабль раскачивает из стороны в сторону. Но главная опасность прячется совсем не там. Настоящая угроза действует вдоль корпуса, по всей его длине, и работает медленно, почти незаметно для глаза. Именно она веками ломала суда, и именно ее сложнее всего почувствовать, стоя на палубе. Дело в том, что море под днищем никогда не бывает идеально ровным, и огромный корабль почти никогда не лежит на воде всей своей длиной сразу. Есть две ситуации, которые сменяют друг друга снова и снова, и о них стоит подумать. В первой гребень большой волны подходит прямо под середину судна и приподнимает ее вверх. В этот момент нос и корма оказываются над впадинами, опоры под ними почти нет, и они всем своим огромным весом тянут корпус вниз. Корабль будто пытаются переломить через колено выпуклостью вверх, и инженеры называют это состояние перегибом. Проходит всего несколько секунд, и вся картина переворачивается с ног на голову. Теперь середина проваливается во впадину между двумя гребнями, а сами гребни в это время держат нос и корму на весу. Центр судна повисает и тянется вниз под собственной тяжестью. Концы приподняты. Это уже прогиб. Получается, что корпус постоянно перегибают то в одну сторону, то в другую, словно гигантскую металлическую линейку в чьих-то руках. И так повторяется снова и снова, час за часом, всю долгую дорогу через океан. Именно эти два состояния, прогиб и перегиб, и есть та самая сила, что угрожает кораблю сильнее любого бокового удара. Не одиночный толчок воды, а бесконечное, размеренное сгибание всего тела судна от носа до кормы. А чтобы понять, почему металл все это терпит и не сдается, нужно перестать смотреть на корабль как на простую железную коробку и увидеть в нем совсем другую, гораздо более хитрую вещь. Так что же такое корабль на самом деле, если не коробка? Инженеры смотрят на него неожиданно просто. Гигантский корпус для них — это одна огромная балка, лежащая на воде. Та самая балка вроде тех, что держат перекрытия в домах и пролеты мостов, только длиной в 300 с лишним метров и сделанная из стали. И все законы, по которым работает обычная балка под нагрузкой, точно так же управляют судьбой этого стального великана. Чтобы почувствовать, как это работает, возьми обычную линейку и согни ее. Ты заметишь важную вещь. Одна ее сторона при этом растягивается, а противоположная сжимается. То же самое происходит с корпусом корабля во время прогиба и перегиба. Когда середина проваливается вниз, верхняя палуба растягивается, а днище сжимается. Когда середину вздергивает вверх, все наоборот. Днище растягивается, а палуба испытывает сжатие. Две эти поверхности, самый верх и самый низ, принимают на себя основной удар нагрузки и работают тяжелее всего. А вот дальше начинается самое интересное. Ровно посередине высоты корпуса, между палубой и днищем, проходит невидимая линия, которую называют нейтральной осью.
В этом слое металл почти не растягивается и не сжимается. Он словно отдыхает, пока верх и низ трудятся изо всех сил. Инженеры прекрасно об этом знают, поэтому и распределяют прочность с умом. Самая толстая и крепкая сталь идет туда, где нагрузка максимальна, на палубу и на днище. А в середине корпуса металла можно оставить поменьше. Именно поэтому корабль не делают одинаково толстым и тяжелым со всех сторон. Такая конструкция была бы неподъемной и все равно менее надежной. Гораздо умнее собрать прочность там, где она реально нужна, и облегчить то, что и так почти не работает. Корабль оказывается прочным не за счет грубой массы металла, а за счет хитрой геометрии. Но даже идеальная геометрия — это еще далеко не весь секрет. Вот теперь пришло время для главного переворота, ради которого мы все это разбирали. Спроси любого человека, почему корабль не ломается, и он почти наверняка ответит: потому что он очень прочный и жесткий. Логично? Вроде да. Только вот настоящий секрет прямо противоположен этой интуиции. Гигантское судно выживает в океане не потому, что оно жесткое, а потому, что оно умеет гнуться. Корабль спроектирован так, чтобы изгибаться. И в этом вся хитрость. Звучит странно, но подумай о том, что тебя окружает каждый день. Высокие небоскребы специально раскачиваются на ветру, и их верхушки гуляют туда-сюда на десятки сантиметров. Если бы они стояли намертво, ветер бы их разрушил. Трамплин для прыжков в воду прогибается под спортсменом. Гибкое дерево в бурю клонится к земле и выпрямляется. А жесткий сухой сук просто ломается. Везде работает один и тот же принцип. Способность немного поддаться нагрузке спасает от разрушения куда лучше, чем попытка удержать ее грубой силой. С огромным кораблем происходит ровно то же самое. Его корпус специально сделан достаточно гибким, чтобы на большой волне слегка изгибаться всем телом. Нос и корма могут смещаться друг относительно друга на заметную величину, и это абсолютно нормальное, задуманное конструкторами поведение. Металл, который может чуть-чуть поддаться, распределяет нагрузку плавно и мягко ее отпускает. А вот металл, который держится намертво, копит напряжение в одной точке до тех пор, пока не треснет. Моряки на мостике самых больших судов иногда своими глазами видят, как далекая палуба перед ними будто дышит, медленно двигаясь вверх и вниз на длинной океанской волне. Новичка это может напугать до дрожи, но опытный экипаж знает, вот именно так и выглядит правильно работающий корабль. Это не поломка и не тревожный знак, а признак того, что конструкция делает ровно то, для чего создана. Значит ли это, что гибкий корабль неуязвим? Вовсе нет. И чтобы понять, где проходит граница, нам придется вернуться в прошлое, к кораблям, которые ломались по-настоящему. Чтобы понять, где проходит граница прочности, вернемся во времена Второй мировой войны. Тогда Соединенным Штатам Америки нужно было невероятно много грузовых судов, и нужно было очень быстро. Так родились знаменитые корабли типа «Либерти». Раньше корпуса собирали, скрепляя стальные листы тысячами заклепок. Но это долго. Новые суда решили в основном сваривать, соединяя листы в цельную стальную оболочку. Скорость строительства выросла поразительно. Некоторые корабли собирали всего за считанные дни. Но вскоре начало происходить пугающее. На корпусах стали появляться трещины, а несколько судов и вовсе переломились надвое. Самый известный случай произошел с танкером Schenectady в 1943 году. Он стоял у достроечного причала в спокойной воде, без всякого шторма и без волн. И вдруг его корпус с грохотом лопнул почти посередине, треснув так, что нос и корма приподнялись, а середина просела. Корабль, который никуда не плыл, сломался, буквально стоя на месте. Что же случилось? Инженеры позже разобрались в двух главных причинах. Первое. Сталь того времени на холоде становилась хрупкой, будто стекло. В ледяной воде она теряла способность гнуться и легче трескалась, вместо того, чтобы плавно поддаваться нагрузке. Вторая причина оказалась в самой сварке.
У клепанного корпуса трещина, дойдя до стыка листов, обычно останавливалась, а в цельносварной оболочке ей ничто не мешало. Однажды начавшись, она могла пробежать через весь корпус почти без сопротивления. Эти аварии стали суровым, но бесценным уроком для всей мировой инженерии. Именно тогда люди по-настоящему поняли явление хрупкого разрушения и научились с ним бороться. Стали выплавлять более качественную и вязкую сталь, которая не боится холода. Начали встраивать в конструкцию специальные преграды. Они не дают трещине разбежаться по всему кораблю. Так трагедии тех лет спасли бесчисленное множество судов, которые построят потом. И это подводит нас к следующему невидимому врагу, который куда коварнее прямого удара волны. Этот враг коварен тем, что действует из-под-тишка, годами, и почти никогда не появляется на ровном, гладком месте. Трещины в корпусе рождаются не там, где металл сплошной, а там, где в нем есть углы, вырезы и отверстия. На любом корабле таких мест полно. Люки грузовых трюмов, отверстия под трубы, вырезы, стыки и швы. И именно вокруг них прячутся явления, которые инженеры называют концентрацией напряжений. Понять его проще всего на знакомом примере. Вспомни, как легко разорвать пакетик с чипсами или упаковку, если на краю уже есть маленький надрез. Без надреза пленка тянется и не поддается, а стоит появиться острому уголку, и она рвется почти без усилия. Все потому, что вся сила будто стекается в этот уголок и собирается в одной точке. С корабельной сталью происходит то же самое. У острого угла напряжение может быть в разы выше, чем на ровной поверхности рядом. Именно поэтому корабли строят с виду мелкой, но крайне важной хитростью. Углы больших вырезов и люков никогда не делают острыми. Их инсистед скругляют пункты, дугой. Опасные зоны, где металл ослаблен отверстием, дополнительно усиливают толстыми накладками. Это выглядит незаметно, но именно такие детали не дают трещине найти удобную точку, чтобы начаться. Кстати, ровно этого не хватало кораблям прошлого, о которых мы говорили. Острые углы грузовых люков нередко и становились тем местом, откуда расползалась беда. Но есть и вторая часть этого невидимого врага, еще более медленная. Называется она усталостью металла. За долгие годы службы корпус переживает не тысячи и не миллионы, а сотни миллионов циклов изгиба от бесконечных волн. И вот в чем подвох. Даже нагрузка, которую сталь легко выдерживает один раз, способна медленно ее изматывать, если повторять ее снова и снова без конца. Металл как будто устает, и в самых напряженных точках однажды может зародиться крошечная трещинка. Поэтому корабль рассчитывают не только на один страшный шторм, но и на всю его долгую жизнь, полную миллионов мелких изгибов. Есть удары, которые корабль получает не плавно, а резко и жестко, когда судно идет носом навстречу крупной волне. Бывает, что нос сначала высоко поднимается, а потом с размаху обрушивается вниз, тяжело врезаясь в воду. Этот момент моряки называют слэмингом. По сути, это мощный удар днищем о поверхность моря. По всему корпусу от такого удара пробегает дрожь, и огромное судно вибрирует, будто по нему стукнули гигантским молотком. Инженеры даже прозвали эту вибрацию «хлыстом», потому что корпус вздрагивает и колеблется всем телом. Но есть угроза пострашнее любого слэминга — волны аномалии, настоящие водяные стены, которые появляются словно из ниоткуда. Долгие годы рассказы моряков о гигантских одиночных волнах вдвое выше соседних считались просто морскими байками. Ученые не верили, ведь ни один прибор такого не фиксировал. Все изменилось в 1995 году. Возле нефтяной платформы Дропнер в Северном море приборы впервые в истории точно измерили такую волну. Ее высота составила около 26 метров. Легенда в один миг превратилась в доказанный научный факт. Проблема таких волн в том, что они способны превысить те нагрузки, на которые рассчитан корпус. Море иногда бьет сильнее, чем предполагали любые расчеты. И тут важно быть честным.
Даже современные, прекрасно построенные суда порой не выдерживают. В 2013 году огромный контейнеровоз «Мол Комфорт» шел по Индийскому океану и в штормовую погоду переломился пополам прямо в открытом море. Это был один из самых новых и крупных кораблей своего класса. И его разлом стал громким событием, которое подробно изучали инженеры всего мира. Такие случаи не отменяют всего, о чем мы говорили раньше, а лишь очерчивают границу. Гибкость, умная геометрия и качественная сталь дают кораблю огромный запас прочности, но у любого запаса есть предел. Океан остается стихией, которую нельзя победить силой. С ней можно только считаться и уважать ее мощь. И как раз для того, чтобы этот предел был как можно выше, существуют невидимые люди и правила, стоящие за каждым спущенным на воду кораблем. За каждым кораблем, что уходит в море, стоят невидимые судьи, о которых обычный человек почти никогда не слышал. Их называют классификационными обществами, и это независимые организации, которые устанавливают строгие правила постройки судов и следят за их соблюдением. Ни одна серьезная верфь не строит корабль, как ей вздумается. Еще до того, как разрежут первый лист стали, проект обязан пройти проверку и получить одобрение по этим правилам. По сути, это свод законов прочности, накопленные за долгие годы человеческого опыта. История таких обществ уходит очень глубоко. Самая известная из них, Lloyd's Register, зародилась еще в XVIII веке в лондонской кофейне, где встречались моряки, купцы и страховщики. Со временем к нему добавились и другие уважаемые организации, например, норвежская DNV и американская ABS. Сегодня именно они говорят кораблестроителям, какой толщины должна быть сталь в каждом месте корпуса, где поставить усиление и как именно рассчитать судно на тот самый прогиб и перегиб, о которых мы говорили в начале. Ключевая идея всех этих правил называется запасом прочности. Корабль никогда не строит так, чтобы он выдерживал ровно ту нагрузку, которую ожидают в море. Это было бы слишком рискованно. Его делают заметно крепче, с солидным запасом сверхрасчетной силы. Это как построить мост, способный удержать вес куда больше, чем реально по нему поедет. Такой подход и превращает надежду «авось выдержит» в холодный, надежный инженерный расчет, которому можно доверить человеческие жизни. Но одобрить проект на бумаге — это лишь половина дела. За кораблем приглядывают всю его жизнь, снова и снова. Через определенные сроки судно проходит подробные осмотры, во время которых специалисты проверяют состояние корпуса. Они измеряют толщину стали в разных точках, ведь за годы металл понемногу изнашивается, и вовремя замечают участки, которые пора обновить или укрепить. Так корабль остается под контролем от постройки до последнего рейса. А в наши дни у экипажа появился еще и умный помощник прямо на борту. Этот умный помощник превратил современный корабль в судно, которое буквально чувствует само себя. Раньше капитан мог лишь догадываться по опыту и ощущениям, насколько тяжело сейчас корпусу. Сегодня все иначе. На больших судах устанавливают системы мониторинга нагрузок, специальные датчики, встроенные прямо в металл корпуса. Они улавливают, насколько сильно сталь растягивается и сжимается в реальном времени. Вся эта информация выводится на экран прямо перед капитаном, и он видит своими глазами, насколько сильно корабль гнется на волне прямо сейчас. Но следить за нагрузкой — это лишь часть работы, и многое зависит от того, как судно вообще загрузили. Может показаться, что море — главная угроза кораблю. Однако сломать его способна и обычная ошибка при погрузке. Если тяжелый груз распределить неправильно, собрав слишком много веса в середине или, наоборот, на концах, можно создать опасный прогиб или перегиб, даже без всякого шторма. Поэтому на борту работает специальный загрузочный компьютер. Он заранее просчитывает, как разместить груз и балластную воду, чтобы нагрузка на корпус оставалась безопасной и равномерной. Балласт здесь играет особую роль, о которой мало кто задумывается. Когда судно идет без груза, оно принимает в специальные танки забортную воду,
чтобы правильно осесть и не потерять управляемость. А по мере погрузки товара эту воду откачивают. Такое хитрое равновесие между грузом и балластом постоянно поддерживает корпус в спокойном, уравновешенном состоянии. И есть еще один мощный слой защиты — умение просто не соваться туда, где по-настоящему опасно. Сегодня существует погодная маршрутизация. На берегу и на борту анализируют прогнозы и карты штормов, чтобы заранее провести корабль в обход самой злой стихии. Если же встречи с непогодой не избежать, капитан может снизить скорость, чтобы смягчить удары волн, и грамотно развернуть судно под нужным углом к ним. Получается слаженный дуэт. Человеческая мудрость за штурвалом и точная техника вокруг. И теперь, собрав все части вместе, мы, наконец, готовы дать полный ответ на вопрос, с которого начали. Итак, вернемся к тому гиганту из самого начала, что висел на волне носом и кормой над пустотой. Теперь ты знаешь его главный секрет. И он оказался полной противоположностью привычной логике. Огромный корабль не ломается вовсе не потому, что он несокрушимо жесткий и твердый. Все наоборот. Он выживает именно потому, что умеет гнуться, мягко поддаваясь волне, вместо того, чтобы упрямо ей сопротивляться. Но одной гибкости было бы мало, и за спокойным ходом судна стоит целая цепочка человеческого ума. Корпус построен как умная балка, где прочность собрана вверху и внизу, где она нужнее всего. Углы вырезов заботливо скруглены, а сталь рассчитана на сотни миллионов изгибов за всю жизнь корабля. Строгие правила и запас прочности делают его крепче, чем требует само море. А датчики, расчет загрузки и обход штормов оберегают каждый рейс. Отдельно стоит сказать о тех кораблях, что все-таки разломились. Их гибель не была напрасной, какой бы горькой ни казалась. Именно эти трагедии научили инженеров понимать хрупкую сталь и ставить преграды на пути трещин. Каждый надежный корабль наших дней несет в себе уроки, оплаченные ошибками прошлого. Так что за обыденной картиной танкера на горизонте прячется почти невероятная работа человеческого разума. Он гнется, но не ломается, уступает волне, но приходит в порт целым. Если тебе было интересно, напиши в комментариях, что удивило тебя больше всего. Поставь лайк, если видео понравилось, поделись им с друзьями и родными, и, конечно, подпишись на координаты неизвестного, чтобы не пропустить новые истории. До встречи в следующем видео.